Друзья, всем привет, с вами Оракс. Тема сегодняшнего видео – создание похожих изображений по одному референсному изображению, а также использование одного референсного изображения для задания стиля другим изображением. Для каких задач эта техника может пригодиться? Например, вы оформляете какой-то ресурс, сайт или еще какую-нибудь социальную сеть, и вам в интернете где-то понравилось какое-то изображение, но вы не можете его взять напрямую. А в этом случае вы можете из него сделать похожее изображение. Оно будет практически в точности такое же по стилю, но это уже будет другое изображение, поэтому вы его сможете использовать. Вторая же функция, когда вы можете использовать определенный стиль, но изображения вообще будут разные, то есть они будут все разные, но в определенном стиле. Это опять же вам очень здорово пригодится, если вы будете оформлять какой-нибудь ресурс, например, сайт. Там изображения все должны быть примерно в одном стиле, и какое-то разношерстное изображение точно не подойдет. А найти где-то кучу разных изображений в одном стиле не так-то просто. Поэтому эта схема наверняка вам пригодится. Сегодняшнюю технику мы будем рассматривать исключительно только в Conf.ui. Почему именно так, а почему не в автоматике? Потому что в автоматике при работе с IP-адаптером нет определенных возможностей, которые позволяют перенимать исключительно только стиль, не трогая сам объект. А если вы использовали когда-нибудь Conf.ui, наверняка вы замечали, что перенимается помимо стиля еще и сам весь объект. Так вот, в Conf.ui есть как раз таки возможность перенять исключительно сам стиль, а контуры самого объекта не забирать. Ну а также мы будем использовать еще технологию чекпоинта Lightning для более быстрой генерации. А также вы еще увидите, как сильно влияет промпт на итоговое изображение. Друзья, если вы как-то случайно зашли на наш ресурс и вам все это интересно, но вы ничего не понимаете в нейросетях, то для вас у меня есть системный последовательный курс по автоматике 4 единицы. Этот системный последовательный курс сэкономит много вашего времени для изучения нейросетей. Более подробная информация есть на сайте stablediff.ru, ссылка будет в описании под этим видео. Если какие-то вопросы у вас останутся, на сайте есть контакт администратора, обязательно обращайтесь, он вам ответит на все ваши вопросы. Ну а теперь продолжаем. Ну чтобы эта схема у вас точно заработала, давайте по традиции начнем с установки Conf.ui. Для этого переходим на вот этот ресурс Conf.ui. Ссылка будет на Boosty. Опускаемся здесь ниже и находим раздел Installing. Находим вот эту ссылку Direct Link to Download, нажимаем по ней и загружаем Conf.ui. У вас скачается вот такой архив. Этот архив нужно будет поместить в то место, где вы хотите видеть ваш Conf.ui. И сразу скажу, что располагать Conf.ui лучше ближе к корню диска. У меня например, расположен по такому короткому пути. Всего лишь диск Q и тест. Теперь я нажимаю правой клавишей мыши по этому архиву, нажимаю распаковать. Нажимаю ОК и дожидаюсь, пока этот архив будет распакован. И после распаковки архива у нас появляется вот такая папка. У нее очень длинное название, поэтому давайте лишнее отсюда удалим и оставим только Conf.ui. Теперь заходим внутрь этой папки. Здесь есть еще вложенная папка, от нее нам нужно избавиться. Давайте зайдем в эту папку, все вот здесь выделим. Правой клавишей нажимаем, выбираем «Вырезать». Переходим назад, нажимаем «Вставить». Вот эта пустая папка нам больше не нужна, мы ее просто отсюда удаляем. Теперь нужно обновить Conf.ui, переходим в папку Update, нажимаем первый этот BAT файл, который называется Update Conf.ui BAT. Дважды щелкаем. После того, как обновление будет скачано, нам будет предложено нажать любую клавишу, нажимаем Enter, и это окно само закрывается, обновление сделано, хорошо. Теперь, если у вас не установлен гид, то его нужно установить, поэтому переходим по вот этой ссылке, ссылка будет опять же на Boosty, нажимаем Download. У вас скачается вот такой exe файл, дважды по нему щелкаем, чтобы его запустить. Дальше нажимаем «Запустить». Открывается вот такое окно, здесь нажимаем Next. Путь оставляем по умолчанию, нажимаем Next, нажимаем «Да», Next, Next, Next. И в общем-то везде Next я нажимаю. И в конце предлагается нажать Install, нажимаем Install. Дожидаемся, пока все будет установлено. После того, как у вас гид установился, на Boosty вы можете найти вот такой файл менеджер, он называется. Закидываем его в корень Conf.ui и дважды щелкаем по этому файлу, чтобы запустить. Вот такое окно откроется, все будет установлено, и после этого это окно само закрывается. Хорошо, мы установили менеджер, но теперь нам нужно установить еще и модель Checkpoint. Нам нужна будет вот эта модель Lightning, ссылка будет на нее на Boosty. Нажимаем по вот этой кнопке Download, скачать. И после того, как эта модель будет скачана, вам ее нужно будет поместить по следующему пути. Conf.ui Models Checkpoints. И вот сюда кладете эту модель Juggernaut XL Lightning. И нам нужна будет еще одна модель SciXL Depth 256 LoRa.SafTensor. Нажимаем по вот этой стрелочке, чтобы скачать эту модель. Ссылка на эту модель будет на Boosty. После того, как эта модель ControlNet загрузится, вам ее нужно будет поместить по следующему пути. Conf.ui Models
Ctrl-Net, и вот сюда вот ее размещаете. Это еще не все. Для повышения детализации мы будем использовать модель LoRa Add Detail Excel. Поэтому переходим по вот этой ссылке. Ссылка будет опять же на Boosty. Нажимаем вот сюда вот по стрелочке «Скачать» и скачиваем эту модель. После того, как вы скачаете эту модель, ее нужно будет поместить в следующее место. Conf.ui, Models, LoRa's и вот сюда вот Add Detail Excel.SafeTensors. Теперь переходим по следующему пути. Ссылка опять же будет в описании. Скачиваем вот эту вот модель. Называется она Model Base Caption. Нажимаем по вот этой стрелочке и загружаем эту модель. Теперь переходим в папку Conf.ui Models, и здесь нам нужно будет создать папку Blip. Скорее всего, этой папки у вас нету, поэтому создаем ее. Blip, она вот так называется. Заходим теперь в эту папку и помещаем сюда вот эту вот скачанную модель. Теперь переходим по следующей ссылке. Ссылка опять же будет на Boosty. И нам нужна будет вот эта вот самая последняя модель. Она называется IP-адаптер SDXL with H.SafeTensors. Нажимаем по вот этой стрелочке и скачиваем эту модель. 698 мегабайт она весит. После того, как вы скачаете эту модель, переходите в папку Models, и здесь нужно будет создать папку IP-адаптер. Пишется она вот так вот слитно, IP-адаптер. Заходим в эту папку и помещаем сюда скачанную модель IP-адаптера, которая называется IP-адаптер plus SDXL with H.SafeTensors. Но это еще не все, нам нужна будет еще модель ClipVision. Поэтому переходим по вот этой вот ссылке, опять же эта ссылка будет на Boosty. Нам нужна будет вот эта модель Clip with H14 Lion 2B, S32B, B79K. Поэтому можете скопировать вот это вот название или вот отсюда его вот так вот скопировать, чтобы потом переименовать вот этот вот скачанный файл. Нам нужно будет скачать вот этот вот файл OpenClipPyTorch model.SafeTensors. Вот этот вот файлик. Нажимаем по вот этой стрелочке и скачиваем этот файл. После того, как вы скачаете этот файл, переходите в папку Models, ClipVision и вот сюда вот помещаете этот скачанный файл. Я вам советую сразу переименовать вот этот вот файл PyTorch в нормальное имя, так как называется эта модель, в общем-то, PyTorch. Название можете скопировать прямо вот с этого сайта, вот этот прям выделяете правой клавишей и выбираете здесь просто копировать, не ссылку, а вот просто копировать. И просто переименовываете название вот здесь вот. Правой клавишей вставить. Переименовывайте название, чтобы вы потом не запутались, где у вас какой PyTorch, потому что, возможно, в будущем вы можете использовать и другие PyTorch. Если они все будут называться одинаково, вы точно не узнаете, где какой из них есть. Ну и на этом наше похождение с этими кучами моделей закончено. Теперь мы можем приступать к запуску схемы. Переходим в корневую папку Conf.ui, запускаем файл run.nvidia.gpu.bat. Дважды по нему щелкаем и запускаем Conf.ui. По умолчанию у вас должна запуститься вот такая вот простая схема. Это Load Default, обычная схема. Нажимаем QProm для того, чтобы убедиться, что Conf.ui работает. Если изображение сгенерировалось, значит все в порядке. Теперь переходите опять в Boosty и скачиваете вот такой вот файл JSON. Это файл схема. IP-адаптер, reference.json. Закидываем эту схему прямо в рабочее пространство Conf.ui. И у вас появляется вот такая вот ошибка. Это означает, что у вас не установлены некоторые кастомные ноды. Закрываем эту ошибку, переходим в менеджер, который мы установили ранее. Нажимаем здесь Install Missing Custom Nodes. И у нас есть вот такой вот список целый неустановленных кастомных нодов. Нажимаем по очереди по каждой кнопке Install. Сначала по первой, дожидаемся, пока все установится. Как только вместо одной кнопки Install появились вот такие вот три кнопки, значит эта нода установилась. Если она полностью не красная, то это означает, что все в порядке. И таким же образом устанавливаем все оставшиеся кастомные ноды. После того, как все вот эти кастомные ноды вот так вот будут установлены, можно будет нажать кнопку Restart и дальше кнопку ОК. Теперь нужно будет дождаться, пока в консоли все модели будут прогружены и Conf.ui будет перезагружен. Нажимайте по вот этой вот иконке, чтобы посмотреть, что происходит в консоли. В саму консоль тыкать не надо, так как поставить просто все на паузу. Если у вас там стало все на паузу, правой клавишей опять же внутри консоли нажали, и с паузы все опять снимается. У меня сейчас перезагрузился интерфейс Conf.ui, и теперь, в общем-то, можно воспользоваться схемой. В качестве входного изображения возьмем вот такое вот изображение, закинем его вот в эту вот ноду на вход. И это будет наше референсное изображение. Но это еще не все. Нужно теперь прощелкать все ноды, где у нас загружаются какие-то модели. Первая нода — это Low Checkpoint. Нажимаем по ней и выбираем здесь модель Lightning Checkpoint, которую мы скачали до этого.
Вторая нода, где загружаются модели, это LoRa. Тоже со щелкаем выбираем модель LoRa. Дело в том, что у меня пути вот в этой исходной схеме, они другие, у вас свои. Поэтому, если вы этого не сделаете, то будут ошибки. То есть вот эти вот ноды будут красным обведены. Если у вас какая-то нода обведена красным, то обратите внимание, если это нода загрузчик модели, то нужно просто там выбрать модель. Вот и все. Опускаемся ниже, и здесь тоже в PromptGen выбираем тоже модель, вот это вот Caption на всякий случай. Переходим в группу ControlNet, и здесь нам тоже нужно выбрать модель ControlNet DEPS. Для IP-адаптера выбирать ничего не нужно, потому что мы там уже загрузили в нужную папку нужную модель. И здесь по умолчанию все должно быть уже правильно. И теперь можно попробовать нажать QPrompt. Если после генерации у вас появится вот такая вот красная нода, это означает, что у вас не установлен специальный кастомный нод ControlNet AUX, он называется. Давайте его установим. Переходим в менеджер, переходим в Install Custom Node. Вот здесь вот в поиске пишем ControlNet, нажимаем Search, и мы видим вот такие вот кастомные ноды. И самый первый кастомный нод ControlNet Auxiliary Preprocessors. Вот именно он нам и нужен. Нажимаем Install, и после того, как кастомная нода будет установлена, нажимаем Restart. Окей. Дожидаемся перезагрузки интерфейса, и после этого мы уже можем снова нажать QPrompt, и на этот раз уже никакой ошибки быть не должно. Но первый запуск будет достаточно долгий. Почему? Потому что если мы нажмем по вот этой иконке, перейдем в консоль, то увидим, что будет скачиваться модель препроцессора DEPS. Эта модель весит немало, 1,5 гигабайта, поэтому придется набраться терпения и подождать, пока все загрузится. Друзья, ну и наконец-таки мы все установили, все эти модели мы поставили, ControlNet поставили, IP-адаптер поставили, и у нас наконец-таки получились вот такие вот генерации из одного референсного изображения. Друзья, ну и после установки ConfUI напишите в комментариях, не отпугнул ли вас ConfUI после вот такой вот установки моделей. Если у вас что-то не получилось, пересмотрите еще раз эту часть видео, особенно там, где мы копируем модели, и в какие папки мы их копируем, и откуда мы их копируем, потому что моделей было много, и у многих у вас может реально не получиться, но просто это и будет из-за невнимательности, потому что я прям по шагам вместе с вами прошел от установки ConfUI, прям от чистого, до полного запуска схемы. Поэтому, если вы все сделали прям в точности по видео, по всем вот этим ссылкам, то у вас точно должно все получиться. Давайте продолжать дальше, теперь посмотрим на эту схему. Вообще для обзора вот этой схемы можно было бы сделать вообще отдельное видео, потому что схема достаточно функциональная и возможностей у нее действительно много. А также и много различных здесь групп, о которых, в общем-то, нужно тоже поговорить. Давайте начнем с того, какие группы здесь есть и за что они отвечают. Первая группа – это группа загрузки изображения. Сюда мы загружаем изображение и через Batch Size выбираем количество сгенерированных изображений. Сейчас у нас выбран Batch Size 4, поэтому генерируется 4 изображения. Если у вас слабая видеокарта, немного видеопамяти, ставьте Batch Size 1, чтобы генерировалось одно изображение. В этом случае у вас все будет намного быстрее. У меня же видеокарта мощная, поэтому я ставлю 4 изображения. Следующая группа – это Model Loader. Это группа загрузки моделей. Здесь у нас загружается модель чекпоинта, Juggernaut Lightning загружаем модель и загружаем LoRa для повышения детализации Add Detail XL. .safe tensors. Дальше у нас идут кодировщики промпта, положительного промпта и отрицательного промпта. Кодировщики для SDXL моделей не такие, как для модели 1.5, поэтому здесь другие кодировщики стоят с текстом G и с текстом L. Дальше у нас идет FreeU, но он забайпасен, то есть отключен. Если вы его включите, то у вас будет немножко такое более контрастное изображение, поэтому я его выключил. Но в то же время он дает большую такую слаженность объектам. Следующий блок – PromptGen. Здесь у нас генерируется промпт, исходя из вот этого вот изображения. Промпт генерируется формата G, то есть это описательный промпт. Мы сейчас видим, это просто предложение. В нашем же случае это делает модель Blip. Она описывает то, что видит на вот этом изображении, и преобразует это в текст, в промпт. Если вы захотите сгенерировать не то, что находится на изображении, а что-то другое, вот, например, здесь текст написан про чебурашку, соответственно, вы можете вот так вот сделать bypass и раскрыть вот этот вот блок. Здесь у нас стоит режим Replace. Это будет означать, что вот этим вот промптом мы будем заменять то, что у нас генерируется вот этим вот
генератором промптов. И, соответственно, реальный промпт у нас выходящий будет именно вот этот вот. И если вы вот так вот сделаете, то есть снимете байпас вот с этого вот нода, то, соответственно, у вас итоговое изображение получится вот такое вот. Видите, это что-то похожее на чебурашку. Конечно, это не чебурашка, но в промпте там именно чебурашка. А вот исходное изображение, с которого стиль взят, оно именно вот это вот. То есть это действительно похоже, вот что-то там на пляже на каком-то южном. Но вместо девушки у нас основной объект, вот он описан. То есть и это мультяшный герой какой-то, подобие чебурашки, уже на вот этом вот фоне. То есть это вот так вот работает. То есть промпт здесь очень важен. Соответственно, если у вас промпт взят с изображения с помощью вот этой вот модели, или вы вручную описали там девушка, женщина, то у вас будет, соответственно, изображение очень похожее на вот это исходное. Но если вы промпт полностью замените, то есть здесь режим Replace, и мы заменяем на какого-то мультяшного героя, то получаем в этом же стиле, но уже совершенно другое изображение. И это очень классный прием, если вам нужно что-то оформить. То есть вы можете какое-то исходное изображение сюда закинуть, а уже в промпте вот здесь описывать что-то другое, там какие-то другие объекты. И, соответственно, можете там сайт оформлять с разными объектами, с разными сценами, но в одном стиле, то есть вот в таком вот. И следующая группа – это ControlNet. Здесь у нас есть два ControlNet. Первая модель – это модель Depth. Это карта глубины, то есть мы по нашему вот этому исходному изображению строим карту глубины, и на основе этой карты глубины уже будет генерироваться дальнейшая подсказка. Что нам эта карта глубины дает? Во-первых, мы у этой карты глубины выставили вес очень маленький, это всего лишь 0,2, то есть 20% примерно по силе. И это нам даст общую тенденцию в сцене. То есть у нас основной объект будет по центру, он будет занимать вот такую вот площадь. Дальше у нас будет вот такой вот фон, он примерно уходящий вдаль будет. И, в общем-то, с основного изображения это все вот так вот и повторяет. Карта глубины дает вот такое вот небольшое влияние, в то же время сильно не ограничивая генерацию нашего изображения, но основную концепцию изображения позволяет сохранять. Ну и, конечно же, модель IP-адаптера. Здесь у нас выбирается preset плюс height trans, то есть модель плюс для SDXL. А вот в этом вот ноде мы выбираем Style Transfer, то есть перенос стиля. Это означает, что мы переносим исключительно только стиль. Это очень важно, потому что если мы выберем именно стандарт, то будет переноситься вообще все. Это будет как в автоматике. А вот Style Transfer в автоматике такого как раз таки нету. Пока нету. Возможно, появится. И эта опция позволяет не ограничивать нас по основной концепции изображения, но в то же время позволяет нам перенять в полной мере стиль этого изображения. Опять же, если мы в промпте прописываем мультяшного героя, то входящее изображение у нас в принципе такое более-менее фотореалистичное. И здесь у нас получается мультяшное изображение, но оно такое тоже с современной графики, то есть такой все-таки достаточно тоже фотореалистичный фон, вообще фотореалистичен. То есть исходное изображение, оно влияет не только по цветам, но и по стилю по основному. То есть мы сейчас посмотрим вот сюда то стиль изображения заднего плана, он очень здорово выражен. Ну и последняя группа – это генератор изображений. Давайте еще раз нажмем QPrompt, чтобы сгенерировать по исходному референсу. В общем-то, сейчас у нас сгенерировались 4 изображения, не в точности такие же, как были до этой чебурашки. Если мы хотим другие изображения, не такие, как у нас сейчас здесь, то нужно нажать New Fixed Random. Это сгенерирует новый рандомный сид, и мы можем снова нажать QPrompt, и у нас появится уже новые 4 изображения. И здесь действительно получились другие изображения, они очень похожи, но, естественно, у нас и цель была основная сделать похожим изображение. Но, тем не менее, здесь разный поворот головы, там разная одежда немножко, разный немножко фон отличающийся. И вот так вот мы можем нагенерировать кучу похожих изображений. Возможно, это вам может понадобиться для обучения лора модели, может быть, для оформления какой-нибудь соцсети или сайта. Или найти прям вот копию практически этого изображения, но лучше. Например, если вам какие-то элементы на исходном изображении не нравятся, вы его вот так вот можете несколько раз перегенерировать и найти прям идеальное изображение, которое вам прям точно понравится. И сказать прям, да, вот именно вот это изображение мне нужно. Давайте теперь посмотрим на настройки генерации. Смотрите, K-сэмплер. Это, в общем-то, единственный сэмплер, который у нас здесь в этой схеме есть. Он-то, по сути дела, и генерирует эти вот итоговые изображения. Все, что до этого было, это предварительные настройки для генерации. Здесь у нас в K-сэмплере всего лишь 6 шагов генерации. И это благодаря тому, что мы используем Lightning модель. Соответственно, генерации у нас будут просто колоссально быстрыми по сравнению с обычной SDXL моделью. И потребление видеопамяти, по идее, должно быть тоже поменьше.
меньше. Если мы используем Lightning модель, то CFG нужно тоже понижать, поэтому здесь CFG стоит 1.5. Если мы используем Lightning модель, то лучшим планировщиком Scheduler будет CGM Uniform. Этот вот планировщик, он работает гораздо лучше, чем Keros или чем Normal, например. Ну и в общем-то все, больше здесь никаких настроек нету. Ну и давайте попробуем что-нибудь другое сгенерировать. Например, вот такого вот робота давайте закинем. И просто нажимаем QPrompt. Нам здесь не нужно ничего писать, никакие подсказки. То есть просто закидываете изображение, нажимаете QPrompt, и у вас эта схема будет всегда работать. То есть она работает просто на автомате. И вот такие вот 4 изображения получаются на основе вот этого вот исходного изображения. Закинем сюда бабочку, и на основе бабочки у нас получается вот такие вот изображения. Если мы закидываем сюда wallpapers, например, обои для рабочего стола, то у нас получается какая-то вот фигня такая. Дело в том, что генератор промптов, вот эта вот зелененькая группа, она не может здесь правильно определить промпт, чтобы сгенерировать нам прям правильное изображение. То есть то изображение для генератора промпта достаточно сложное оказалось. Для этого нам нужно разблокировать вот этот вот нод, где мы можем сами ввести подсказку. И введем вот такой вот промпт. Волны, нити, wallpapers, abstract. И теперь давайте нажмем QPrompt. И вот теперь мы уже получаем как раз таки wallpapers, то есть что-то похожее. Видите, вот этот генератор промптов, он не идеален, конечно же. Есть более лучшие генераторы промптов, но об этом я буду говорить уже на курсе по Conf.ui. Курс я тоже скоро уже допишу. Теперь давайте закинем чебурашку на вход и попробуем с ним сгенерировать. У нас получается вот такие вот изображения. Здесь вообще ничего похожего на чебурашку нету. Если мы опять вернемся в PromptGen, давайте опять разблокируем вот эту вот ноду, где можно ввести вручную промпт. И сюда я добавил вот такой вот промпт. Это мультяшный герой, это в общем-то чебурашка и вот такое вот описание. Вот эти вот все два описания, которые я сейчас здесь использовал, я их тоже приложу на Boosty. То есть там можете их скачать. И теперь у нас уже получается какой-то вот такой вот персонаж. Да, это, конечно же, не совсем чебурашка, но я, честно говоря, пытался сделать из него настоящего чебурашку, у меня не получилось. Друзья, если у вас получится с помощью вот этого вот промпта получить настоящего чебурашку, я вам буду очень признателен. Вы можете перейти в наш вот такой вот большой чат. Здесь у нас есть вот раздел специально Art Automatic 1111, Conf.ui, Focus. И вот сюда вот можете скинуть чебурашку и прям в описании можете добавить ссылку на мой никнейм, чтобы я это точно увидел. Ну и промпт, конечно, приложить. Мне будет очень интересно, как вы просто решили эту головоломку, сделали эту чебурашку, потому что нет конкретного зверя, с которого эта чебурашка сделана. Вот если бы Микки Маус, проблем никаких нет, это мышь. А вот на чебурашку нет конкретного животного. Вы ставите обезьяну, получается не то. Ставите медведя, получается тоже не то. Есть, в общем, такие приемы, там гибрид пишите, гибрид или смешивание, да, то в этом случае вы можете что-то похожее получить. Но если получится, прям будет очень классно. Друзья, ну на этом у меня все. Если вам понравилось это большое видео, то обязательно поставьте лайк. И если вам интересен курс по автоматике 4 единицы, то вся информация о нем есть на сайте stablediff.ru. Там же есть контакт администратора, если вам что-то будет непонятно. Курс последовательный, есть поддержка, есть проверка домашних заданий, есть стримы еженедельные в нем. Если вы только начинаете изучать автоматику, обязательно присоединяйтесь к нашему курсу. Вы сэкономите много времени, будет очень интересно. Обязательно заходите в нашу группу вот с такой вот собачкой, Stable Diff она называется, или Stable Diffusion. Здесь у нас много различных комнат по разным интересам. Группа очень активная, вы здесь точно не заскучаете. Но если вам нужно больше разрозненных видео, то переходите на Boosty. Здесь у меня все ссылки приложены, нажимаете «Читать далее». И здесь есть, как правило, инструкция, ссылки, файлы, все приложено и все прям по пунктам расписано. Потому что особенно с Conf.ui, конечно же, все это повторить непросто. Вы сегодня сами видели, сколько здесь моделей и сколько времени нужно затратить, чтобы выявить, какие параметры, какие модели нужно установить, в какие папки их положить. Ну а на этом спасибо за просмотр, спасибо за поддержку. Всем хорошей генерации, всем удачи, всем пока.